Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы автоботы захватят мой канал. Аниме начинается с того, что мы показываем, как призываются несколько учеников. Все очень удивлены, поскольку они оказываются перед принцессой этого мира. Очевидно, все в этой комнате признают их героями, цель которых — спасти королевство под названием Рёйсер. Спустя несколько мгновений они рассказывают нам о каждом особом навыке, которым обладает каждый из них, об одном фехтовальщике и двух рукавах. И вот тогда мы встречаем нашего проту по имени Тецуёси Макуда, молодого человека 27 лет, у которого есть особая способность быть интернет-магазином. К несчастью, наш прота — это единственное, на что он рассчитывает. Очень скоро мы встречаемся с королем Рейезера, который очень обеспокоен вторжением короля демонов и просит наших героев наилучшим образом помочь ему победить его. Все согласны, за исключением Эль Прота, который говорит, что на самом деле он хочет жить простой жизнью, не мешая другим. Поэтому, имея немного денег, которые ему дают, он решает пойти по магазинам и, наконец, отправиться отдыхать в гостиницу, которая находилась неподалеку. Тут Прота понимает, что в этом мире также есть своего рода статистическое меню, где он, наконец, учится использовать свои способности, что похоже на Amazon, но намного проще. На следующий день Прота решает покинуть королевство. Во время путешествия Прота встречает маленького старого торговца, который объясняет ценности и странности различных способностей, существующих в этом мире, что заставляет нашего Прота осознать его способность ценить. Это одна из самых разрушительных вещей внутри у торговцев, рядом с ящиком с вещами, который похож на какую-то полубесконечную сумку. Чтобы закончить разговор старого торговца, он говорит нашему проте, что было очень хорошим решением покинуть страну, потому что ходят слухи, что страна закрывает свои границы. И позже нам объясняют, что причина этого в том, что надвигается нападение нескольких монстров. Позже в тот же день Прота решает отправиться в гильдию искателей приключений, чтобы он мог нанять нескольких сопровождающих, которые могли бы облегчить его переезд из соседней страны. Из-за того, что страна вот-вот погрузится в кризис, все транспортные операции внутри нее пришлось приостановить. Проута не потребовалось много времени, чтобы принять свое решение, за что в итоге заплатила 8 золотых монет, которые они просили. Итак, мы встречаемся с Вернером, авантюристом С-ранга, который вместе со своей группой будет сопровождать Проута в соседнюю страну. На следующее утро мы встречаемся с другими членами группы, которыми будут Винсент, Рита, Рамон и Франко. И после этого краткого представления наши искатели приключений начинают свой долгий путь из королевства Винан, соседней страны. Чуть позже нашей группе искателей приключений предстоит столкнуться с гигантским диким кабаном. К счастью, Прота очень легко побежден. А позже, благодаря мясу, оставленному этим животным, именно тогда мы обнаружили, что Прота, помимо того, что он сломан, также является очень хорошим шеф-поваром. Когда наши искатели приключений пробуют суп, который приготовил Прота, оказывается, что он не только вкусный, но и дает им довольно высокий прирост в их основных характеристиках. Поэтому он решает сохранить в секрете свои истинные способности. И вот путешествие продолжается, и как обычно Прота продолжает готовить ужин каждый день, но внезапно рядом с их группой прямо перед ними появляется мифический зверь, известный как Фенрир, который заставляет Прота давать ему еду. Этот, оставшийся недовольным едой, которую он ему дал, просит еще больше еды. Но Прота, не рассчитывая на нее, вынужден спросить Фенрира, может ли он быть терпеливым в том, что готовит другой, и хотя это кажется удивительным, он соглашается. Итак, Прота приступает к делу и в течение нескольких часов готовит еду для зверя, который после многих приемов пищи заявляет, что удовлетворен, что заставляет Фенрира полюбить Прота и захотеть заключить с ним семейный договор. И хотя его почти заставили, Прота скрепляет договор с этим существом, которое теперь становится своего рода талисманом для Прота. После этого Прота решает дать ему имя, по которому мы теперь знаем его талисман как Фел. Вскоре после этого нам рассказывают легенду о Феле, которая появляется в учебниках истории, рассказывая, что это существо, способное уничтожить целую страну. Большая проблема, с которой сталкивается Прота, заключается в том, что, будучи очень могущественным и разрушительным существом, доступ в соседнюю страну может оказаться довольно сложным. Прота, услышав это, забеспокоился, так как все, чего он хочет, это иметь возможность вести довольно спокойную жизнь. Но Фел говорит ему, что ему не нужно ни о чем беспокоиться, так как он сможет позаботиться обо всем, что может встать у него на пути. В это время дня уже пора было есть, поэтому Прота начинает собирать свои вещи, комментируя, что, к сожалению, у него больше не было с собой мяса кабана, которого они убили в тот раз. Фел, который стоял рядом с Протой, сразу же, как только увидел количество мяса, попросил увеличить его, на что Прота, чтобы избежать ссоры, говорит Фелу, что если он хочет еще мяса, то пусть отправляется на охоту на него. Ко всеобщему удивлению, Фел выполняет приказ, который ему непреднамеренно отдал Прота. После этого группа искателей приключений понимает, что Фел выполняет все приказы, которые ему отдает Прота, а Фел прибывает с какой-то гигантской курицей и уже был готов к приему пищи. Прота приступает к работе, а затем, накормив группу, отправляется готовить еду для Фел. Через некоторое время наш Прота и его группа прибывают на границу соседнего королевства, где их встречает большое количество солдат. Напуганный присутствием зла, Прота решает, что он сам подтвердит, что не собирается создавать никакого зла или разрушений в королевстве. Фел соглашается на это при единственном условии, что он будет стараться не причинять вреда до тех пор, пока они не попытаются причинить ему вред.
И в завершение Прота говорит Фел, что если это вызовет какие-либо проблемы, у него закончится ежедневная еда. После этой ситуации Проте и его группе удается без дальнейших проблем войти в королевство Винан. К несчастью для Проты, присутствие других людей, которые могут помешать ему. Неудача приводит к тому, что все в стране рано или поздно узнают об этом и в конечном итоге добьются того, чтобы это дошло до ушей короля. Прота, у которого была цель жить жизнью без стресса и забот, говорит, что не нужно беспокоиться, а затем говорит нам, что его цель сейчас путешествовать по миру. Так что он не останется надолго в стране. Вернер, услышав это, предложил Проте, что было бы неплохо, если бы он вступил в гильдию искателей приключений или гильдию торговцев. Потому что таким образом он не будет платить налоги всякий раз, когда захочет въехать в новый город или страну. Не далее, как по дороге Прота обменивают на человека, который приезжает из Маргрейв, который приглашает Прота присоединиться к нему в его поместье. Это из-за новостей о Феле и его семейном контракте с Протой, хотя Прота отклоняет приглашение, этот человек находится в опасности. Очень заинтересованная в том, чтобы она поехала навестить своего хозяина в поместье, к этому моменту Фел решает закончить свой разговор, показав себя внушительной перед этим человеком. А после этой небольшой угрозы решает сбежать, ничего не оставив после себя. В этот момент выясняется, что человек, который пытался пригласить Фелию в Прота, был кем-то, кто принадлежал кругу знати. Потому что он, вероятно, хотел воспользоваться властью, которую содержит Фелия. Именно тогда мы узнаем, что единственное существо в мире, способное сравниться с Фелом в бою, это дракон, поэтому почти невозможно, чтобы кто-то захотел развязать против него драку. После этого краткого объяснения группы Вернера и его друзей, они сообщают Проте, что их работа закончена, и что с этого момента Прота и Фель им придется знакомиться с городом в одиночку. И после этого прощания Прота хочет записаться в две гильдии, которые существуют в этом мире, гильдию искателей приключений и гильдию торговцев. Чтобы таким образом, с одной стороны, позволить Проте зарабатывать на жизнь продажей своих вещей, и чтобы в свою очередь никто не пытался охотиться на Фела. Не так далеко, наконец, прибывает гильдия торговцев, в которой Прота приходит, чтобы зарегистрироваться в качестве еще одного торговца. Здесь нам объясняют, что в гильдии искателей приключений есть 5 разных рангов, которые определяют торговца. И у этого самого будет более высокий ранг в зависимости от количества участников. Квот и дел, которые я делаю в течение года. По этой причине Прота начинается с самого низкого ранга, которым является железо. На следующее утро Прота решает продать свой товар гильдии, чтобы получить больше монет. Девушка, которая работала в гильдии, увидев товар, который принес Прота, убегает, оставив всех в замешательстве в этой комнате. Через несколько мгновений она отправит Прота с мастером гильдии торговцев. Осмотрев товар, который принес Прота, который, как оказалось, состоял только из соли и перца, оставляет мастера в шоке, который говорит, что никогда не видел перца и соли такого высокого качества, и это даже можно считать подарком достойной королевской семьи. Прота, удивленный этим ответом, остается очень доволен, зная, что все его товары будут куплены в этот момент. Мастер гильдии спрашивает Проту, где он раздобыл эти ингредиенты такого высокого качества. К несчастью, Прота ничего не может упомянуть о своем интернет-магазине, поэтому он решает просто сказать, что это произошло благодаря его путешествиям. После этого учитель говорит Проте, что купит у него всю соль за 4 золотых монеты и перец за 10, когда Прота предлагал ему только соль. Это стоило 5 медных монет каждая. Но прежде чем я успеваю дать какой-либо ответ учителю, он начинает повышать предложенную им плату, потому что считает, что Прота колеблется по поводу этого предложения. Поэтому в итоге продает соль и перец всего за 17 золотых монет. Прота в конечном итоге берет деньги и понимает, что это большой бизнес, и благодаря тому, что он только что продал, он сможет какое-то время жить спокойно. Теперь единственное, что ему осталось, это записаться в гильдию искателей приключений, и в отличие от гильдии торговцев, у которой всего 5 рангов, у искателей приключений их 7. Причем ранг G является самым высоким в этом списке, а он самый высокий. Прота в конечном итоге соглашается, и теперь его единственное обязательство – принимать по крайней мере одно задание раз в месяц. Таким образом, собирая лекарственные травы для кого-то в качестве своего первого задания. Не позже того дня, когда Прота кормил Фела, он решает оценить свою статистику, понимая, что Фел считает, что у него есть все необходимое для этого. С максимальным уровнем по всем имеющимся статистическим данным, в результате чего Проута более чем пострадала. На следующее утро Прота решает отправиться выполнять миссию гильдии вместе с Фелом. Пока Прота собирает лекарственные травы, Фел отправляется охотиться на некоторых животных, чтобы поесть. Но прежде чем Фел уходит, ему удается обнаружить присутствие некоторых монстров в этом районе. В той, которой должна была быть Прота, поэтому она решает дать Проте своего рода магический щит, чтобы с ней ничего не случилось, пока Фел в отъезде. Сделав это, Фел уходит на охоту. Сбор лекарственных растений оказывается довольно быстрым благодаря способностям Прота, поэтому через несколько минут вся миссия была завершена. И благодаря всему свободному времени, которое у него оставалось, он решает начать готовить еду. Еда. Позже Фел возвращается с животным, на которого охотился, хотя он упоминает, что на опушке леса оставил другую добычу уже готовой. После еды они оба отправляются туда, где Фел оставил другую добычу, и Прота остается пораженным, увидев огромное количество животных, что Фелу удалось поохотиться за короткое время. После этого Прота собирается убрать всю еду, но среди всех животных было одно очень необычное. Это животное оказалось орком, которого, как нам рассказывает Фейл, он ел уже довольно много лет, из-за чего Прота немного испугался. Не в силах поверить, пусть люди также едят двуногих животных, то есть ходят на двух ногах.
Поэтому, как только Прота заканчивает все складывать, они с Фели решают вернуться в город. Для этого Фел позволяет Проте забраться к себе на спину, что позволяет им в рекордно короткие сроки добраться до места назначения, которое оказывается гильдией искателей приключений. Однажды, будучи в гильдии, Прота доставляет квест травы, но принеся сумму, превышающую ту, что запрашивала миссия. Девушка, просматривающая заказ, удивлена, поскольку мы помним, что Прота искатель приключений едва ли G-ранга. Но после того, как она получила больше, чем просила миссия, девушка, просматривавшая заказ, была удивлена, так как мы помним, что Прота искатель приключений едва ли G-ранга. За свою награду Прота решает спросить, есть ли шанс, что они смогут продать орков или хотя бы их тело. Девушка говорит, что все части добычи продаются прямо рядом с тем местом, где находится Прота. Человек, ответственный за это, спрашивает у Проты, какую добычу он хочет продать, поэтому без особых осложнений Прота достает одного орка из тех, что у него были припасены, и комментирует, что хочет всего продам 5 штук. Человек, который его обслуживал, поражен такой суммой, поэтому он отводит Прота в заднюю часть магазина, где мужчина рассказывает ему о Проте, что о нем ходит много слухов, так как его считают парнем, который сделал Фенрир в его семье. После этого Прота начинает нервничать и, пытаясь уклониться от темы, начинает вытаскивать всех животных, на которых женился Филиппе. Мужчина еще больше удивляется, увидев, что во всей этой куче были монстры от класса В до класса А, и они считаются деликатесами в этом мире. Через несколько мгновений мужчина передает небольшое количество мяса Проту, чтобы у него было что поесть в этот день. На следующее утро Фели и Прота идут забрать еду, оставленную человеку накануне, только чтобы удивиться, что это была не просто еда, которую они оставили мужчине накануне. Невероятное количество мяса, которого им хватило бы на долгое время, но также благодаря тому, что Прота решил продать гильдии. Поскольку это были части, которые Прота искренне не думал использовать, привело к тому, что он получил вознаграждение в 202 золотые монеты. Покупатель, увидев такую сумму денег, совершенно потрясен и получает объяснение, почему они тоже продаются. Оказывается, в этом мире кости, шкуры и даже яички орков используются во множестве ремесел и вещей по всему миру. Чтобы завершить объяснение, этот человек дарит Проту несколько магических камней, которые можно получить, победив монстров класса А и выше, и они кажутся довольно ценными. Перед тем, как Эль Прота уйдет, он получает совет от этого человека, и оказывается, что Фело очень легко может принять за большого волка, так что, к счастью для Эль Прота, это в будущем может пойти ему на пользу, чтобы избежать скандала каждый раз, когда он приезжает в другой город. Не теряя больше времени, Фел и Прота начинают свое путешествие в следующий город королевства. Благодаря невероятной сумме денег, которую Прота смог заработать в предыдущем городе, решает, что наконец-то может позволить себе съесть мясо более высокого качества в своем интернет-магазине. Позже в тот же день Прота понимает, что еда была не только более качественной и вкусной, но и что статистический бонус за то же самое, что он давал, составлял всего 50%. Поэтому Фел решает использовать это огромное количество энергии и отправиться на охоту, но не раньше, чем оставит Прота с защитным щитом, пока его нет. После этого Фел решает охотиться на всех монстров, встречающихся на его пути, понимая, что не только его сила, но и его сила могут быть использованы для достижения цели. Энергия и магия были увеличены, но благодаря этому ему удалось очень легко победить генерала орков, который является более сильным и могущественным орком, чем обычный, будучи побежденным одним ударом. И если этого было недостаточно, она также очень легко побеждает любовника, и с той, с кем она рядом, так продолжается всю ночь, пока не взойдет солнце. Прота, проснувшись и осознав, что его окружают большие горы с высокопоставленными монстрами, он принимает решение больше не возвращаться, готовьте этот вид мяса, так как это может быть очень опасно в будущем. Не придавая особого значения этому вопросу, Прота и Фел, как обычно, приступают к еде. Пока они оба хорошо проводили время, Вера говорит Протону, что в настоящее время он может считаться лучшим пользователем магии ветра, поскольку он был благословлен богиней Нирнир. Прота удивлен, так как он не верил, что в этом мире когда-либо будет магия, и Феле отвечает, что барьер, который он ему ставит, также считается магией. Но Прота, будучи очень невежественным, не верил, что это так. Так что Прота задается вопросом, существует ли вероятность того, что он тоже использовал магию. Фел объясняет, что до тех пор, пока он может обладать определенной магической силой, это возможно. Прота, услышав это, пересматривает свою статистику, понимая, что он рассчитывал на эту магию в небольшом количестве. После этого Фел объясняет, что способ использовать эту магию в этом мире с помощью мысли так же просто, как просто подумать о том, какую магию использовать. И эта магия реализуется, я бы активировал. Прота считает, что в таком случае не так уж сложно использовать магию, поэтому он пытается, но единственное, чего он достигает, это смириться. После этого невероятного унижения Фел решает объяснить Проте, как на самом деле используется магия. И оказывается, что для того, чтобы использовать ее должным образом, ему нужно только заставить его подчиниться. Направляйте в него магию помимо практики. Через некоторое время тренировок Проте удается запустить свой первый огненный шар, хотя это для его уровня оказывается довольно посредственным. Фил объясняет, что ему нужен боевой опыт, чтобы таким образом он мог быстро совершенствоваться. Однако Прота отказывается от этого предложения из-за того, что он никогда не использовал его в бою. Он даже не использовал меч, хотя Фела в этой ситуации это очень мало волнует, поэтому он решает силой вывести Эль Прота на бой с каким-нибудь монстром. Вот как после непродолжительной эмоциональной поддержки Фел решает
привлечь внимание нескольких гоблинов, которые стояли очень близко от того места, где он начинал сражаться. Более чем напуганный Прота убегает от преследующей его армии гоблинов как можно быстрее. Через несколько мгновений Прота решает набраться храбрости и наложить несколько заклинаний на монстров. Но к своему несчастью в конечном итоге спотыкается о камень, который оказался на его пути, показывая нам тот, который, как ему казалось, был быть концом Прота. Но когда казалось, что все кончено, оказывается, что у него есть магический барьер, который защищал его, так что на самом деле не было никакой опасности совершить какую-либо ошибку. И наконец, после множества огненных шаров, он в конечном итоге совершенствует эту атаку, создавая таким образом довольно большой огненный шар. После этого самого эпического момента Прота больше не может изнемогать от усталости. Поэтому в конечном итоге падает в обморок перед некоторыми гоблинами, которые все еще остаются в живых. К счастью для Проты, как раз перед тем, как упасть в обморок, Фел приходит ему на помощь, наконец прикончив остальных гоблинов и разбудив его. Вечером того же дня, если проснувшись, Фел сообщит Протону, что он может обнаружить, что его уровень магической силы значительно увеличился, Прота решит еще раз проверить свою статистику, чтобы понять, что его статистика не только повысилась, но и что ему также удалось приобрести новую магическую способность, которая является основной характеристикой его способности. Бабушка огня. Чтобы поздравить Прота с великим достижением, Вера показывает ему тело короля гоблинов, который является одним из сильнейших гоблинов в этом мире. Вера говорит Проте, что в этом монстре есть волшебный камень, который можно обменять на деньги. После этого Прота пытается встать, хотя, к его удивлению, это почти невозможно, так как только он полностью встает, у него мгновенно кружится голова. И он снова падает на землю, понимая, что единственный недостаток, который существует при использовании большого количества магии, это истощение в процессе. Из-за этого Прота на этот раз кормит Фела японскими сладостями, или также известными как сладкий хлеб. К удивлению очень немногих, эта еда в конечном итоге нравится и Фелу, хотя Прота немного беспокоился о своем здоровье, поскольку эта еда не очень питательна и не полезна для здоровья. Благодаря этому Фел объясняет нам, что поскольку он благословлен богиней, он не может умереть или заболеть какой-либо болезнью. И не только это, но он также невосприимчив к ядам или любому состоянию боли. Прота, услышав это, потрясен и чувствует, что это тоже своего рода благословение, поскольку он чувствует, что даже зло без одного из них все равно было бы чрезвычайно сильным. На следующий день Прота и зло наконец прибывают в то, что станет их следующим городом. Их снова встречают армии стражей, где Прота впервые применяет стратегию, говоря, что зло — великий волк, а не Фенрир. Это удается сделать стражам, если окружающие их люди успокоятся и перестанут казаться такими напуганными, как раньше. Но в середине разговора Прота прерывает Фел, который, как выясняется, также обладает своего рода ментальной связью, или также известной как телепатия. Это благодаря к тому, что у него есть семейный контракт, который позволяет ему говорить, не произнося ни слова. После этого Офелии Эль Прота удается наконец попасть в город, где Эль Прота понимает, что его следующей целью будет получить карту, чтобы таким образом больше не блуждать бесцельно. Тогда Прота решает оставить Фела на страже, чтобы таким образом он мог ходить по городу, не испытывая никаких проблем с поиском на карте. В конечном итоге он идет в библиотеку, где на свою удачу ему удается найти базовое руководство по магии. Когда он пытается купить книгу, этот предмет оказывается довольно дорогим, поскольку в этом мире бумага считается своего рода подделкой. Прота также спрашивает, есть ли какая-нибудь карта мира, на что человек, который его обслуживает, говорит ему, что это предмет, запрещенный на национальном уровне, что оставляет Прота довольно грустным и шокированным. И хотя Проте было все равно, что ему об этом сказали, он продолжал искать в самой большой библиотеке, которая была в этом городе. К его несчастью и неудаче не было найдено ни одной карты. Разочарованный возвращается к Фелу, который очень голоден, так как большую часть дня ничего не ел. После этого они оба заканчивают тем, что едят шведский стол, в котором готовит Прота весь день и часть вечера. На следующий день, пока Прота гулял, они заканчивают тем, что идут в бар, где надеются собрать некоторую информацию. После разговора с несколькими авантюристами, которые сидели там, Прота узнает, что существует еще больше королевств, таких как королевство Германа и его семья. Леонард, который находится к востоку от того места, где они находятся, во всяком случае, эти два королевства довольно стабильны в политическом отношении и являются своего рода сокровищницей для искателей приключений, потому что в их окрестностях есть довольно много подземелий. После этого он рассказывает искателям приключений, что они искали карту, но им не посчастливилось ее найти. На его счастье, один из этих искателей приключений сообщает Проте, что у них есть карта, и они готовы отдать ее Проте за небольшую плату в тот же день, что было бы золотой монетой. Поскольку это довольно редкий и очень ценный предмет в этом мире, Проута не займет много времени, чтобы принять решение и в конечном итоге купить карту. После этого другие люди, которые были в баре, начинают смеяться над Проута, поскольку оказывается, что его обманули, и ему удалось обмануть с картой, которую я недавно купил. Я мог бы получить в гильдии искателей приключений всего за 1 серебряную монету. Именно так Эль Прота понимает, что не может доверять почти никому в этом мире, чтобы через несколько мгновений отправиться вместе с Фелом в
прибрежную страну. Через несколько мгновений нам показывают сцену в королевстве, в котором мы его знаем. Здесь мы можем увидеть богиню ветра, наблюдающую за Фелом и Протой, хотя на данный момент мы не будем придавать этому большего значения. Мы продолжаем приключения Прота и Фела, и они оба обнаруживают, что разбивают лагерь возле озера, так как на этот раз они собираются поужинать рыбой по решению Фела. Прота ел. Прота, который ел, решает на мгновение встать, но в тот момент, когда он это делает, у его ног оказывается сюрприз. Эта появившаяся вещь оказывается слизью, которая, будучи монстром такого низкого уровня, считается добычей для других и безвреден. Прота очарован этим существом, которое после этого довольно быстро полюбило его. Он обнаруживает, что этот слизняк родился всего 3 дня назад. После этого слизняку не потребовалось много времени, чтобы показать, что он довольно голоден, поэтому Прота решает что-нибудь приготовить для него. Но прежде чем он это сделает, он обнаруживает, что слизь появилась на свет всего 3 дня назад. Взявшись за дело, этот маленький монстр без предупреждения начал пожирать весь мусор, оставленный Протой. И даже почти умудрился съесть инструменты, которые он использует изо дня в день для приготовления пищи, но, к счастью, Проте удалось съесть только одно блюдо. И, наконец, после этого небольшого шоу, это место стало довольно чистым. Прота, недолго думая, поздравляет слизь, которая оказывается довольно милой, после чего Проте говорят, что он заключил семейный контракт со слизью. Потрясенный Прота решает проверить состояние этого существа, чтобы подтвердить, что то, что он говорил, было правдой. По этой причине Прота в конечном итоге дает этой слизи новое имя, которое отныне мы будем называть Зои. На следующее утро Прота Деси снова вступает в свою магию с Фелом, на этот раз пытаясь овладеть магией Земли. Фел говорит Протону, что было бы неплохо повторить то, что он сделал с гоблинами, чтобы довольно быстро получить опыт использования этой магии, хотя Прота отказывается. После этого рейтинг Protonaut, который растет, немного увеличился в размерах. Просмотрев его статистику, вы обнаружите, что за несколько дней он довольно сильно повысился в уровне. И в настоящее время он находится на 8 уровне. Прота подозревает, что это потому, что он, вероятно, потребляет предметы из другого мира, что также считается своего рода бонусом к его характеристикам. И не только это, но и работает как мгновенный мусорный бак. Позже в тот же день Прота принимает решение накормить Зою, чтобы после еды пересмотреть ее статистику, удивляясь, что обычная еда дает им только бонусы, в то время как предметы влияют напрямую на вашем уровне. После этого Прота решает устроить праздник от имени Зои не только потому, что он ему очень нравится, но и потому, что он помогает ему в таких повседневных делах, как мытье посуды. После празднования мы переходим на следующий день туда, где находится Фел, ожидая, когда проснется Прота. Фел говорит ему, что у него есть что-то очень важное, что нужно ему сказать. В этом сообщении оказывается, что богиня ветра Нинрир, которая является той самой богиней, которая благословила Фел, по-видимому, богиня ветра Нинрир. Богиня сумела прислушаться к желаниям Проты, почувствовав, что у нее есть благословение, поэтому богиня готова предложить его Проте. Единственным условием всего этого является то, что богиня ожидает получать подношение потусторонних сладостей не реже 1 раза в неделю. Вера говорит Проте, что то, что предлагает ей благословение богини, не является полным благословением, подобным ее собственному, но тем не менее считается благословением. Малое благословение, которое даст ему иммунитет от болезненных состояний, за исключением смерти и проклятий высокого уровня. Кроме того, это благословение позволит ему легче использовать магию. Однако, приняв это, Прота не может пропустить ни одной недели с предложением сладостей. Проте не нужно было так много думать о своем решении, поэтому в конечном итоге он принимает его почти мгновенно. Фил, услышав ответ, говорит ему, что сейчас его единственное занятие – это алтарь, где он может получить свое благословение. К счастью для Прота, все в этом мире и даже камни можно рассматривать как единое целое. Услышав это, Прота готовит подношение богини и начинает молиться. После того, как он положил еду на алтарь, еда была унесена, оставив Проту в чудесном сиянии, что свидетельствует о том, что благословение прошло успешно. Через несколько мгновений нам показывают богиню, наслаждающуюся этими десертами, поскольку оказывается, что она никогда в своей жизни не пробовала человеческую пищу, тем самым показывая нам, как богиня съедает их один за другим. После благословения Прота снова экспериментирует с магией Земли, которую он практиковал несколько дней назад, только для того, чтобы понять, что заклинание или, наконец, выходит у него отлично, будучи намного сильнее и быстрее. Но внезапно Прота прерывает богиня ветра Нинрир, которая теперь может телепатически общаться с Протой. Но общались с Протой только для того, чтобы попросить у нее шоколадных конфет и еще еды. Без особого выбора Прота отправляет вас, оставив богиню вполне счастливой и влюбленной в еду, а затем возвращается с Фелизви по дороге в следующий город. Позже в тот же день Прота и Фел пересекают что-то похожее на пещеру. Фел объясняет Проте, что на самом деле это не то, чем кажется, а подземелье. Эти сооружения обычно появляются в зонах, вокруг которых достаточно маны. Довольно напуганный Прота спрашивает Фела, по какой причине они оказались в этом месте, и вот после этого Опель отвечает ему, что это потому, что ему нужно набраться опыта в бою, поскольку благодаря этому его магии удается значительно улучшиться. Однако Прота не согласен с методами Фел, так как чувствует, что его жизнь может быть в большой опасности в таких местах,
как это. Фел говорит Проте, что он бы не принял этого решения, если бы его методы, с которыми он ранее тренировался, были эффективными. И говорит ему, что при нынешних темпах потребуется слишком много времени, чтобы улучшить что-то настолько простое. Вот как бывает, когда Прота понимает, что Фел прав, и оказывается, что одна из самых больших проблем Фела заключается в том, что Прота не умеет защищаться. Если в какой-то момент он не сможет поставить перед ним свой магический барьер. Услышав это, Прота воодушевляется и решает войти в подземелье, но прежде чем совершить это безумие, он решает, что самое время подкрепиться потусторонней пищей. Поскольку давайте вспомним, что эта еда может значительно повысить характеристики тех, кто ее потребляет, как это было в случае с Фел в прошлом. После такого вкусного и изысканного фуршета, наконец, Прота решает отправиться в подземелье. Для этого Фел и Зи тоже решили его сопровождать. Первым врагом, с которым столкнется Прота, кажется слизь, но на свою беду Зи убивает его, бросив в него своего рода кислоту. Увидев это, Опель обнаруживает, что в этих атаках нет ничего особенного, и, вероятно, Зи единственный, у кого есть стабильность. После этого, наконец, Прота сталкивается с двумя слизняками, которых им удается очень легко уничтожить. Исчезающий враг – это потому, что любое существо, которое умрет в подземелье, будет поглощено слизью. За это, будь то монстр или человек. По мере того, как они продвигались по подземельям, уровень врагов увеличивался, причем на втором уровне были кролики с рогами, а на третьем – гоблины. После нескольких сражений Прота несколько сбит с толку, так как когда они оказались в лесу, поскольку ни один враг или монстр не приближался к нему. Вместо этого в подземелье все живое думает напасть на него. Это потому, что любое существо, которое решит войти в подземелье, будет считаться врагом независимо от его уровня. К несчастью, Прота Супандо длится слишком долго, и после того, как его преследуют несколько оборотней, этому наконец удается использовать свою магию земли, достигая таким образом покончить с оборотнями. Два врага одним ударом. Через некоторое время группа наконец достигает финала подземелья, где ему предстоит сразиться с армией оборотней. Прота без особого выбора брошен вместе с Фелом в направлении армии этих монстров, хотя Прота был полностью парализован страхом и опасениями. Если бы не магический барьер Фел, то после этого события наконец-то удалось побудить его сражаться с ними, используя только свою магию земли. Через некоторое время Протону удается победить всю армию этих монстров, и когда казалось, что все кончено, внезапно появляется король кобальдов, который является оборотнем высокого уровня. Этот король был вынужден уйти, потому что Прота победил всех своих подданных. Без какого-либо лекарства или выхода единственное, что оставалось Проте, это уклоняться от его атак. После уклонения от этих атак он решает контратаковать, но к большому несчастью Проты его магия земли, похоже, не очень эффективна против этого монстра. Что еще больше усугубляет ситуацию, Проте говорят, что скорее всего его барьер не выдержит многих атак этого существа. После этого объяснения у Проты не осталось другого выбора, кроме как беспощадно противостоять этому существу, которое совершенствовало свою магию земли. Однако этого недостаточно, чтобы остановить его. Остановить монстра, и единственное, чего он добивается, это заставить его еще больше разозлиться на Прота. И хотя Прота пытается нанести еще одну атаку того же уровня, оказывается, что он достиг своего предела магии, так что ситуация выглядит законченной. Монстр безжалостно атакует барьер зла, который медленно начинает уступать огромной силе этого существа, но в этот момент Су решает спасти Прота, используя большое количество кислоты. И таким образом атака окончательно уничтожит короля. После этой атаки и сцены Суй начинает светиться, но прежде чем Прота успевает отреагировать, ее тело засыпает на полу от истощения от использования такого большого количества магии. Позже Протону наконец удается исчезнуть, но к его удивлению он и Зои оказались за пределами подземелья. Зои была очень обеспокоена Протоном и сумела телепатически связаться с ним. Прота очень удивлен, увидев, что теперь у Зои появилась способность говорить, поскольку оказывается, что после того, как Зои победила этого короля, она обрела способность говорить. Прота очень обрадован этой новостью и решает еще раз проверить состояние статистики Зои, только чтобы быть удивленным тем, что она уже не ребенок и ее уровни значительно выросли. После этого он также решает пересмотреть свой уровень и статистику, так как благодаря этому ему удалось пройти 4 полных уровня. На всякий случай, всего этого было недостаточно. Ему также удалось разблокировать свою следующую способность, которая называется магия земли. Хотя Прота понимает, что она все еще слабее Зои, который родился всего 14 дней назад. После этого Фел возвращается, чтобы посмотреть, как поживает Прота. Оказывается, Прота был без сознания довольно долго, и по этой причине Фел был вынужден пойти утолить свой голод, и теперь все, чего он хочет, это еда для Прота. Прота немного расстроен тем, что Фел солгал о своем барьере, и в итоге соглашается устроить банкет, так как благодаря ему удалось получить магию земли. Через несколько мгновений группа уже была накормлена, и как только они закончили, Прота спрашивает его о том, о чем Фел разговаривал с этим Сви. Но прежде чем он успел ответить, его прерывает Зои, называющая Фела своим дядей. Эль Прота довольно смеется, так как теперь его считали чьим-то дядей, и хотя Фел пытается заставить их называть его по-другому. Это оказывается невозможным, поскольку Сьюи очень любит называть его в честь дяди Фела. Фел очень раздражен тем, что Суй заставляет его кричать на него и доводит его до слез, пока он идет защищать себя с помощью Прота. После этого Опель чувствует себя довольно плохо, и чтобы не оказаться бессердечным и бесчувственным существом, решает, что позволит Зои называть его
его дядей Фелом, в конечном итоге заставляя его плакать. Таким образом, до конца дня. Через некоторое время нам показывают сцену, в которой они рассказывают нам обо всем, что Фел говорил с Зоей, пока Прота спал. Объясняя нам таким образом причину, по которой Зои называет его дядей Фелом, это связано прежде всего с его добротой, силой, так как он был очень молод. Он родился до него, в результате чего Фел стал довольно удивительным человеком, и хотя он не принимал эту идею, все знали, что ему нравится, когда его так называют. Группа медленно приближается к следующему царству. Вера сообщает Протону, что они собираются пройти через лес, контролируемый орками и грифонами. По всему миру существует несколько одинаковых или похожих территорий, поэтому люди окружают весь лес, они пересекают его, чтобы избежать неприятностей друг для друга. Проте не потребовалось много времени, чтобы понять решение Фела, снова сказав ему, в чем его причина, по которой он пересекает эту территорию. Но Фел еще раз говорит ему, что ни одно из этих существ не представляет для него угрозы. Единственными существами, которые могут в конечном итоге напасть, будут молодые смельчаки каждого вида, поскольку никто из них никогда не бросал вызов Фел. После этого Прота становится еще более параноиком и продолжает кричать Фел, что она должна избегать его. Но прежде чем он успел что-то сказать Фел, он говорит Проте, что уже очень поздно, так как они находятся на территории орков. Какое-то время их не беспокоили, пока внезапно не удается услышать вдалеке довольно странный звук. Фел останавливается и готовится к любому виду боя. После этого на Прота и Фела нападает со спины первое существо, известное как орки. Этих монстров оказывается больше одного только потому, что они в конечном итоге окружают его за очень короткое время. Прота обнаружил, что ему нечего надеть, и говорит Фелу, что с ними все будет в порядке. Фел говорит ему, что нет причин бояться их, чтобы затем запугать всех монстров одним своим взглядом. И хотя, если ему удастся держаться от них на расстоянии, похоже, что с Фелом можно общаться. Они немного интерпретируют то, что говорят, и говорят нам, что они молоды и безрассудны. После этого Проте приказывают забрать Зои, и они уезжают из района, в котором они находятся. Прота, не дожидаясь ни секунды, выбегает с Зои и прячется за кустами, оставляя Фела с существами. Фел пытается немного пообщаться с молодыми людьми, говоря им, что он понятия не имеет, что значит сражаться с ним. В конечном итоге это не очень эффективно, так как через несколько мгновений одно из этих существ бросается атаковать Фела. К небольшому удивлению Фела, в конечном итоге он побеждает своего противника всего одним ударом и без каких-либо усилий, в результате чего Прота оказывается застигнутым врасплох. Великие способности Фела и заставляя других существ сильно испугаться и отступить. После демонстрации Фела Прота возвращается к своему, и после этого Фел начинает хвастаться своими великолепными способностями, которого его дядя Фел очень очаровывает, спрашивает Прота, может ли он тоже обладать этими способностями, на что Прота отвечает, что он не видит особой возможности, чтобы это произошло из-за того, что у него нет когтей. Но в отличие от Фела, его кислотные способности все равно довольно невероятны, оставляя Фела мелочью. Наступает ночь, и когда все уже отдыхают и ждут своего ужина, Прота спрашивает Фела, сколько еще им понадобится времени, чтобы пройти через весь лес. На что Фел отвечает, что к этому моменту они несут больше половины леса. Прота, не разбирающийся в математике, подсчитывает сумму, понимая, что они уже провели в лесу 3 недели, а если взять половину, значит осталось еще 3 недели. Поэтому, понимая, что мясо, на которое они рассчитывают, вряд ли сможет их поддержать. Из-за того, что они выглядят нуждающимися в употреблении их запасы еды, и, как обычно, после грандиозного застолья, наконец их день подходит к концу. В то время как Фели, Прота и Зои путешествовали по лесу, внезапно Фел полностью затормозил, Прота был сбит с толку и спрашивает Фела, не случилось ли чего-нибудь плохого. На что Фел отвечает только, что немного странно находить грибы, которые лежат напротив, эти грибы превращаются в грибы. Он знает их как целебные грибы, и у них есть особенность в том, что они могут исцелять тело того, кто их потребляет. Их заживление может легко привести к регенерации серьезных ран или сломанных костей, и они обычно используются в медицине, хотя их также можно употреблять в чистом виде. Прота решает, что собирать их хорошая идея. После этого приходит Суй с Протой, чтобы спросить, можно ли съесть какой-нибудь из этих грибов, на что Прота отвечает утвердительно, но без преувеличения. Именно так Прота и Зи собирают большое количество грибов на случай чрезвычайной ситуации. Но внезапно Зои снова начинает светиться. Это потому, что Зои съела много этих целебных грибов. Прота, обеспокоенный Зои, пересматривает свои характеристики, но к его удивлению, Зои обрела способность создавать целебные зелья. Фел объясняет Проте, что в прошлом он видел что-то подобное со слизью, которая, съев металлический камень, превратилась в металлическую слизь, что привело к тому, что она превратилась в слизь, который также дал ей новые навыки. После этого Прота приходит к выводу, что слизь может эволюционировать в зависимости от того, что они едят, по этой причине Зои получила новую способность. Прота видит в этой способности преимущество, поэтому он еще раз поздравляет Зои с тем, что она хороший ребенок и отлично справляется со своей работой. После этого Проте становится любопытно посмотреть, работает ли эта способность, поэтому он спрашивает Зои, может ли она ее использовать. И не сильно спустя некоторое время ей удается понять, как ее использовать, и это оказывается лечебным гелем. Удивленный Прота решает положить весь этот гель в бутылку, которую он уже хранил. Получив большое количество геля, Прота из любопытства оценивает этот объект. Этот объект оказывается не только лечебным зельем, но и предотвращает неминуемую смерть и очень высокого качества. Вера также не знает, с чем это связано, и почему Прота спрашивает Зи, что это значит, что
что она отвечает ему, когда говорит ему, что может вылечить многие боли. После этого Зе оказывается способным создавать зелья, которые снимают все боли от самых легких до самых серьезных. Конечно, Прота не упускает этой возможности и хранит 3 разных типа зелий, оба из которых отличаются своей яркостью. Пораженный Фелд замечает Проте, что за все эти годы, что он прожил, он никогда не видел слизь с такими способностями. Кроме того, что он никогда не видел слизь такая же умная, как Зои, и что она считает его даже единственным в своем роде. Через несколько дней группа уже 3 дня находилась на территории грифонов, но прежде чем они закончили пересекать их перехватил один из них. Грифон оказывается довольно умным, так как может говорить на человеческом языке. Для всего этого Грифон упоминает Фелу, что у него есть просьба, поскольку если он хочет стать вождем грифонов, он должен сразиться с ним, чтобы таким образом доказать, что он достоин возглавить их своего рода. После того, как я умолял и просил Фела дать бой, Фел в конечном итоге соглашается на эту просьбу, говоря Грифону, что ему будет нелегко. И хотя изначально Фел думал о смертельном поединке, Прота телепатически просит его не убивать его. Через несколько мгновений бой начинается очень внезапно, и мы можем наблюдать, как Грифон использует все свои способности. С другой стороны, скверно, хотя ему и не нужно убивать Грифона, если в итоге он устроит нам шоу, еще раз продемонстрировав, какой огромной силой он обладает. Бой, кажется, будет довольно безумным и равным, и закончится победой Фела и почти мертвым Грифоном. После этого Прота, увидев Грифона, лежащего на земле и собирающегося умереть, бежит ему на помощь. И увидев ситуацию, в которой оказался Грифон, решает использовать оружие, чтобы убить Грифона. Из самых целебных зелий, на которые я рассчитывал. Раны в конечном итоге мгновенно восстанавливаются, спасая таким образом жизнь Грифона. Грифон очень разочарован тем, что не может справиться с Фелом, чувствует себя побежденным и недостойным сражаться с ним. Прота отвечает ему, что это неправда, а затем показывает нам рану, которую ему удалось нанести Фелу, таким образом сумев поднять настроение Грифона. И таким образом призвать всех Грифонов из зоны. Грифон в конечном итоге становится лидером всех Грифонов и очень благодарит Фела за бой. После этого Грифон решает дать Проту одно из своих перьев, которое действует для него как пропуск через лес. И таким образом предотвратить нападение других Грифонов на него, и что он не сможет пройти. Попробуйте съесть это. И ты, наконец, прощаешься с ними. Так прошла долгая прогулка, и несколько дней, в конце концов, группа выходит из леса, чтобы таким образом встретить довольно красивую долину. Прота очень рад, так как они путешествовали всего 1,5 месяца. После этого Прота, посмотрев на карту, понимает, что находится довольно близко к королевству Леонхард, поэтому ему придется пойти в гильдию, чтобы пополнить свои запасы. Потому что из-за долгого путешествия мясо находится в пределах досягаемости точка истощения. Фел, услышав это, видит в этом довольно серьезную ситуацию, поэтому ускоряет шаг, чтобы как можно скорее добраться до королевства. По дороге Эль Прота издалека видит караван, на который нападают бандиты. Эль Прота без колебаний просит Фела спасти его, и в обмен на это доброе дело я приготовлю ему вечером очень роскошный воск. Фел соглашается и, не колеблясь ни секунды, мчится на полной скорости к каравану, где мы можем наблюдать драку между бандитами и охранниками, которые нападают на него. Они защищали ее. К счастью, охранников, которые были быстро атакованы бандитами, прибывает Фел, и с таким воем тебе удастся заставить бандитов сдаться. После этого они встречают владельца каравана Ламберта, который очень благодарен Эль Проте. Итак, мы встречаемся с лидером группы Феникса по имени Ларс, которому будет поручено охранять этот караван. Эти люди упоминают, что направлялись в Каролин-Сити, город, расположенный на северо-западе королевства Леонард, который можно считать их первым городом. Прота, услышав это, заканчивает тем, что спрашивает, может ли он поехать с ними вместе с Фелизуи. Люди, недолго думая, в конечном итоге принимают предложение Проты и таким образом продолжают свое путешествие. Позже группа следовала за караваном, где Проте удается услышать слухи об Эйфеле, где оказывается, что никто не знает наверняка, является ли профиль большим волком, настоящим волком. Фенрир. Эль Прота очень удивлен, так как он не мог понять, откуда им известно, что распространяются такие отвратительные слухи. Затем один из охранников упоминает, что в этом мире существуют карты телепортации. Немного удивленный Прота наконец-то получил свой ответ, но начинает беспокоиться о том, что могут сделать дворяне и королевство, если обнаружат, что Фел действительно настоящий Фенрир. Поскольку давайте вспомним, что этот легендарный зверь настоящий Фенрир. Ее ищут многие, чтобы быть на ее стороне, и меньше всего Прота хочет попасть в какую-то беду. С наступлением темноты Феля и Эль Прота выполняют свою часть сделки, которая заключалась в том, чтобы приготовить довольно роскошный ужин. Эль Прота, чтобы не привлекать внимание членов каравана, решает, что неплохо было бы уйти подальше от лагеря, чтобы таким образом он мог приготовить пир, чтобы никто не отвлекся. Узнайте. Через некоторое время еда была готова, и вскоре Фел и Зои начали ее есть. К несчастью для Прота, запах его еды достиг носов членов каравана, в результате чего они в конечном итоге обнаружили Прота. После этого у Прота не осталось другого выбора, кроме как накормить участников. К несчастью для Прота, из-за этого закончились последние запасы мяса, и именно по этой причине он не смог поужинать. На следующее утро Прота и его группа наконец прибывают в Каролин-Сити вместе с участниками каравана. Предводитель караванов рассказывает Проте, что этот город является 5-м по величине городом в королевстве Леонард, поскольку это его родной город, а не его собственный. Только это, но также у его семьи
был обувной магазин и другие товары. После этого Прота прощается с Ламбертом, так как он обещал сопровождать других искателей приключений в гильдию. Это его прощание. Уже в гильдии Прота узнает, что его лицензия как искателя приключений была отозвана. Это потому, что он провел более месяца, не выполнив ни одного задания, единственная миссия. Эль Прота помнит, что настоящая причина, по которой он не принял ни одного задания, заключалась в том, что они проходили через лес грифонов. Услышав это, мисс, которая обслуживала Эль Прота, объясняет ему, что большинство искателей приключений G-ранга решают быстро выполнить минимальное количество заданий, чтобы повысить свой ранг F, поскольку таким образом им не придется отчитываться или выполнять миссии в течение 3 месяцев, кроме того, что у этих миссий также есть больше опыта и денег. После этого Прота просит, чтобы его снова направили в гильдию искателей приключений, снова заплатив требуемый взнос. На этот раз Прота говорит мисс, что с тех пор, как она в последний раз записалась, у нее появилось больше родственников, но затем достает Суи из сумки. Другие любители приключений, увидев, что Прота приносит слизь, начинают насмехаться над ним, поскольку давайте вспомним, что это существо обычно довольно привлекательное и слабый. Проти все равно, поэтому после регистрации в гильдии он решает пойти и продать монстров, на которых женился во время своего путешествия. Через несколько мгновений Прота вытаскивает всю свою охоту, что впечатляет группу сопровождающих его искателей приключений. После этого мясник, который обслуживал Эль Прота, очень благодарит его за то, что он принес мясо такого хорошего качества, а затем объясняет нам, что эти продукты не могут быть съедены ни одним простолюдином, как и он. Услышав это, группа искателей приключений, сопровождающих Прота, решает спросить его, какое мясо он ел вчера. Прота без каких-либо проблем отвечает ему, что они, честно говоря, съели всего понемногу, но что большинство из них были одинаковыми животными. После этого группа искателей приключений извиняется перед Протой, а затем склоняет перед ним голову. Это произошло потому, что они не могли поверить, что ели ингредиенты такого высокого качества, будучи людьми, которые в своей жизни могли их попробовать. Прота очень нервничает и просит их не извиняться, так как они заботились о нем на протяжении всей поездки. Услышав это, искатели приключений заканчивают тем, что благодарят Прота, комментируя, что они довольно известны в городе, и что если он что-нибудь о них узнает, они будут говорить только с ним, и это то, о чем они говорили. Ваше прощание. Позже Прота отдыхал в гостинице, которую ему порекомендовали, с целью на следующее утро и в течение некоторого времени принимать и дополнять квесты, так как таким образом он мог бы подняться до ранга F и долгое время не беспокоиться о гильдии. Но прежде чем Прота успевает даже уснуть, его прерывает богиня ветра, которая напоминает ему, что он в долгу перед ней за ее подношение. Поэтому без особого выбора он заканчивает тем, что отправляет большое количество десертов и сладостей. На следующий день Прота и Филизуи отправляются в гильдию, чтобы выполнить несколько заданий. Прочитав о различных квестах, которые есть, Прота понимает, что у каждого из них есть определенное количество очков, так как для достижения ранга F ему нужно в общей сложности 100. Фёл довольно настойчив по отношению к Проте, говоря ему, что он должен принять миссию гоблинов, поскольку он дает в общей сложности 3 очка, но Прота отказывается, поскольку мы помним, что он был довольно травмирован гоблинами. Однако Фёл говорит ему, что окончательное решение остается за Зоей, и, к несчастью Прота, тот в конечном итоге решает пойти сражаться с гоблинами. Несколько мгновений спустя мы уже находимся в лесу в поисках гоблинов. Миссия довольно проста, так как вам нужно уничтожить только 5. Фелу удается найти нескольких, но они длились недолго, поскольку Зое удается уничтожить всех, кто был там, всего одним ударом. Однако, чтобы миссия могла быть завершена, необходимо подтвердить свой дом. Для этого Прота должен отрезать уши каждому из них гоблины. Таким образом, оставляют еще одного травмированного Прота. Очень скоро после этого еще больше гоблинов привлечены голосом Прота, так что в конечном итоге они побеждают хозяев со счетом. Фил замечает, что довольно близко находится колония гоблинов, и хотя Прота отказывается, его побеждают чары Суби, которому очень весело. Наконец, через некоторое время миссия была завершена, оставив нам довольно много мешков, наполненных ушами тех же гоблинов, и все же Прота остается в живых. Более травмированный. После этого у него осталась только одна проблема, а именно то, что это пропавшие трупы гоблинов, так как если они не уберут тела, они могут привлечь внимание других гоблинов, больше существ более высокого уровня или даже создание подземелья. У Прота нет никаких идей, так как даже гоблины несъедобны. Он говорит ему, чтобы Зоя распустила их. Довольно смущенный Прота спрашивает его, возможно ли это, на что Зоя отвечает утвердительно, демонстрируя тем самым новую способность, которая называется Великий Слизь, и все это благодаря тому, что Зоя снова эволюционировала. Довольно удивленный Прота говорит Зоя, что у него также есть способность уменьшаться в размерах, на что Зоя отвечает, что постарается показать ему это. Таким образом, он умножается на уменьшенные версии самого себя. Таким образом, им удается уничтожить большую гору гоблинов, которую они оставили, еще раз напомнив нам, что Суи уникальна в своем роде. Это беспокоит Прота, потому что его сила начинает немного выходить из-под контроля, но у него нет ничего, что могло бы этому помешать. Позже, в тот же день, когда группа отдыхала и ела, Прота понимает, что его цель достичь ранга F, возможно, уже достигнута благодаря огромному количеству гоблинов, которых я убил с избытком. Однако Эль Прота не верит, что это правда, так как я думал, что буду на несколько месяцев повышать свой уровень и отдыхать в городе. Неудивительно, что когда Эль Прота прибыл, чтобы доставить всех гоблинов, на которых он женился, он оставил всю Грэмми в шоке от его великого подвига.
лаз девушки, у которых был Прота. Были очень удивлены и сбиты с толку, не зная, что делать с таким большим количеством гоблинов. Прота надеется, что это не составит для него никаких проблем. Но через несколько мгновений к нему подходит девушка из гильдии и говорит, что мастер гильдии хочет видеть его рядом со своими родственниками. Без особого выбора Эль Прота счастлив. Они идут к мастеру гильдии. Здесь мы встречаемся с Веленом, мастером гильдии. Мастер объясняет Проте, что причина, по которой он позвал его, заключается в том, что это из-за большого количества гоблинов, на которых он женился. Прота быстро отвечает, что все это произошло благодаря тому, что они пересеклись с поселением гоблинов. Услышав это, учитель решает, что неплохо вознаградить их за успешное очищение поселения, поскольку это уже некоторое время вызывало различные проблемы. После этого учитель заканчивает тем, что хвалит их и осознает великую силу зла, поскольку последний действительно знал, что он был злодеем. Фенрир. Но это еще не все. Учитель говорит Протону, что он тоже позвал его, потому что у него было довольно срочное сообщение из Королевского дворца. Оказывается, в сообщении группе сообщалось, что король предоставил им право свободно жить в королевстве, и что об этом уже было сообщено всем присутствующим. Все дворяне. Однако единственным условием этого является то, что их сотрудничество ожидалось в чрезвычайных ситуациях. После этого Прота удивляется, зная об этом ни королевская семья, ни дворяне. Мастер гильдии уверяет, что так будет больше всего на свете, потому что Прота, владеющий таким легендарным зверем, как Фел, уже представлял угрозу для других королевств. Таким образом, Эль Прота наконец-то сможет обеспечить свою свободу. После этого учитель возвращается к исходной теме и говорит Эль Проте, что его целью на самом деле было повышение до ранга G, на что Прота отвечает, что он хочет подняться только до ранга F, чтобы он мог сохранить свою лицензию на приключения гораздо дольше. Мастер, услышав это, предлагает Проте перейти на уровень S, так как таким образом ему удастся избежать вопросов о том, почему у искателя приключений такого низкого ранга G есть Фенри в качестве союзника. Но в обмен на это мастер просит его о нескольких услугах. Тот, кто видит взгляд учителя, обеспокоен тем, что решает уклониться от темы, сказав ему, что его целью не было стать известным искателем приключений. Учитель снова настаивает, говоря, что эти квесты имеют ранг Айоус. Услышав это, Прота спрашивает Фела, считает ли он, что такие квесты возможны, на что тот отвечает, что для него нет ничего невозможного. После этого они в конечном итоге соглашаются на миссии высокого ранга, которые им предложили. Учитель заканчивает свой разговор, предупреждая их, что он скажет остальным искателям приключений, чтобы они не мешали ему больше всего на свете. Чтобы они в конечном итоге не мешали. После этого Прота замечает, что он также хочет продать несколько вещей, чтобы затем показать нам гору существ, которые у него были припасены. И учитель говорит им, что они не будут мешать. Который потрясен увиденным, он просит мясника ничего не говорить о том, что он видел, и это его окончательное прощание. Мгновение спустя мясник объясняет ему, что большинство присутствующих здесь монстров относятся к категории S, ярким примером чего является король орков. Ярким примером является король орков или достижение синие, больше всего из-за его чрезвычайной сложности победить их, хотя для Эль Прота это не так просто. Неудивительно, что Вера отмахивается от них как от мух. Как обычно, мясник говорит ему, что ему придется вернуться до завтрашнего дня, чтобы забрать все свое мясо, а также мастер предупреждает его, что его новая лицензия на ранге в гильдии будет готова. День продолжается и группа заканчивает ужин. На следующее утро мы встречаемся в гильдии, вручая Проте его новую лицензию искателя приключений. Эта карта имеет металлическую серебристую текстуру. Учитель объясняет ему, что искатели приключений Си-ранга могут выполнять квесты каждые 6 месяцев, поэтому он не должен так легко терять свою лицензию. Наконец, чтобы закончить, он заканчивает тем, что вручает ему свою награду за вчерашний день. Это приводит к тому, что Прота остается пораженным количеством мешков полных золота. Всего 461 золотая монета, что значительно больше, чем в прошлый раз. К удивлению Дель Прота, это всего лишь первая партия, и он быстро комментирует, что его вторая партия составила 1 очко 415. Золотые монеты и, наконец, награда за охоту и разрушение их поселения дала в общей сложности 1946 золотых монет. Прота, который очень удивлен, услышав эту цифру, понимает, что с прошлого раза у него все еще остались деньги, поэтому у меня были лишние деньги. У меня было более 2000 золотых монет. Услышав это, вы еще больше беспокоитесь о своей безопасности, поскольку никто не может знать обо всех деньгах, которые у вас есть, иначе вы окажетесь слишком легкой мишенью для нападения. После этого мастер гильдии снова обращается за помощью к Проте, прося на этот раз поохотиться на металлическую ящерицу и стадо быков до состояния крови. Он предлагает вам сначала отправиться за ящерицей, так как до нее всего 2 дня пути, так как до этой всего 2 дня езды. В то время как быки, кроме того, что едут в другом направлении, оказываются по своей природе довольно жестокими, а по своим размерам они оказываются еще более опасными. Прота, чтобы убедить Фела, говорит ему, что из этого мяса они могли бы приготовить что-нибудь до анхисита. После этого группа приступает к работе, но перед тем, как отправиться в Прота, он говорит ему, что сначала он хочет навестить друга, которым является Ламберт. Поскольку давайте вспомним, что его отец и его жена были друзьями. У семьи был обувной магазин, где продавалось много товаров. Ламберт спрашивает, с чем был связан его визит, на что он отвечает, что
что это было для того, чтобы поискать новую сумку, так как та, которую он принес, была в очень плохом состоянии. Ламберт говорит ему, что проблем нет и что у него есть несколько сумок, которые он мог бы выбрать. Прата спрашивает его, может ли он попробовать это с Зои, подразумевая, что эта сумка была для его родственника, а не для него. Суи заканчивает тем, что выбрала самую дешевую сумку. После этого Прата продолжает осматривать весь магазин, в итоге покупая довольно красивую сумку с аксессуарами, но прежде чем голод заставил ее заплатить Проте. Она понимает, что они также продают обувь, понимая, что она всегда носила туфли. Те же самые старые и дешевые туфли, и хотя вы можете купить их в их интернет-магазине, вы все же решите их купить. Реши больше покупать то, что предлагает Ламберт, чтобы не выделяться, поэтому твоей последней покупкой будет сумка через плечо, кошелек, ботинки и ремень для его ножа. Ламберт заканчивает тем, что говорит о том, что цена составляет более 11 золотых монет, но что для него все это будет бесплатно, так как он получает деньги. Он очень благодарен вам за то, что вы спасли ему жизнь, а также за то, что в тот раз съели мясо такого высокого качества. После этого Прата заканчивает тем, что благодарит и принимает подарки. На следующий день группа достигает горы, где находилась ящерица. Так что после того, как они подтвердили, что это именно то место, Фел углубляется в гору, чтобы найти его, так как благодаря его обонянию его было довольно легко выследить. Наконец-то им удалось найти пещеру, в которой гнездится металлическая ящерица. Оказавшись внутри пещеры, им не потребовалось много времени, чтобы найти первого врага. Сначала они думают, что это обычная ящерица, но после использования способности оценивать они понимают, что это митриловая ящерица. Прата остается в некотором замешательстве, так как предполагалось, что в этом месте находится металлическая ящерица. Фел сканирует и обнюхивает всю местность, понимая, что все вокруг него было из митрильной руды, поэтому он думает, что эта ящерица эволюционировала. К всеобщему несчастью, Фел упоминает, что митрил довольно легкий, прочный, очень совместимый с магией минерал, по той же причине то, что последнее было бы не очень эффективным. И в этих простых словах заключается в том, что оно может легко поглощать и рассеивать магию, по этой причине магия была бы снижена до половины своей эффективности. Когда я заканчиваю это слушать, считается, что тогда даже с магией сила Фела будет сложной битвой. Фел, не задумываясь, отвечает ему отказом. А затем запускает молнию, которая в конечном итоге побеждает ящерицу всего одним ударом. После этого ящерицу спасают, и группа начинает исследовать пещеру, где Прата узнает, что такое митриловая руда, так как он хочет иметь меч или оружие и даже доспехи из этой руды. Так как это очень редко, но потом из этого можно немного выбраться из пещеры. Но прежде чем я смог продолжить собирать больше, их прерывает Фел, который услышал комментарии Прата о том, что тогда нет ничего сильнее и выносливее его магического барьера. Поэтому он не занимает ни одной брони, и вместо того, чтобы думать об этом, он становится сильнее. После этого Фел говорит, что хочет завершить следующую миссию, оставив остальных потрясенными его энтузиазмом. Фел упоминает, что он делает это больше всего на свете из-за того, что мясо быка было кровавым, потому что оно довольно вкусное, чтобы затем схватить Прата и унести его с собой, обвинив его в убийстве. Воля. Нам не понадобится много времени, чтобы найти все стадо этих быков. Фэ говорит Проту, что ему не понадобится много времени, чтобы позаботиться обо всех, и на всякий случай Сай тоже пойдет с ним, оставив его одного ждать. Как это уже принято, им потребовалось не более 2 секунд, чтобы уничтожить всю стаю, и позже в тот же день группа собирается сдать и потребовать выкуп награда за 2 миссии. Однажды в гильдии они оставили мастера и мясника в шоке, что я был там один, чтобы показать митриловую ящерицу. Мясник объясняет Проте, что такие ящерицы встречаются крайне редко, и что в последний раз их можно было увидеть более 400 лет назад. Учитель также отмечает, что наличие такой ящерицы означает, что из этого минерала также была создана гора. Нам объясняют, что во всем мире есть только 3 горы, в которых можно добывать минерал. Это редкий минерал среди всех материалов, которые уже были редкими. Учитель также сообщает, что шкура этой ящерицы настолько редкая, что она будет передана королю в качестве подарка. Конечно, этот подарок не будет бесплатным, так как он будет вознагражден минимум 5000 золотых монет. Прата, услышав это, приходит в шоковое состояние, так как теперь его можно считать богатым человеком. После этого учитель собирается сказать ему, что он также надеется, что они завершат миссию Лос-Тарос как можно скорее. Но прежде чем он сможет продолжить свой разговор, Прата заканчивается тем, что показывает им, что она уже завершена. Тем самым выводя всех быков перед ними и оставляя их еще более потрясенными. День заканчивается тем, что он говорит группе, что поскольку у них слишком много мяса такого высокого качества, этой ночью для них будет праздник, что сделает Фелию и Зои очень счастливой. К его удивлению, мясо оказалось довольно вкусным, и день закончился огромным пиршеством. Когда Прата делал свое еженедельное подношение перед сном своей богини, его внезапно прервал странный голос. Эти голоса выглядят так, как будто они шпионили за Нинир в течение нескольких дней и, похоже, очень интересуются сладостями и вещами, которые она получает. Эти голоса оказались еще 3 другими богинями, которые снова предлагают ей свои благословения, чтобы они также могли получить сладости в качестве подношения. И хотя Прата говорит ему, что она получила незначительное благословение от богини ветра, они отмечают, что это было всего лишь незначительное благословение. Поэтому богиня земли Квис Шарль предлагает ему благословение близости, которое усилит ее магию земли, в то время как она, в свою очередь, также получит одно из них. Богиня огня Агни, которая закончит усиливать свою огненную магию. Услышав это, он в конечном итоге отказывается, поскольку они не знают ни одного человека, у которого было бы так много благословений.
благословений. И на тот случай, если тема подношения его уже достаточно раздражает, богини, не задумываясь, решают дать свое благословение насильно. Так что теперь ему также придется отправлять им еженедельные подношения. Однако в конечном итоге он остается с богиней воды русалкой, поскольку Прота не имеет сродства с водой этой богини, поскольку она не может дать ему свое благословение. И это не имело бы никакого смысла. Богиня заканчивает тем, что плачет, так как ей плохо, потому что она была бы единственной, кто не получил бы подношения в виде богатых сладостей. Прота, чтобы попытаться разрешить ситуацию и получить какую-то выгоду, спрашивает ее, может ли она благословить Зою лучше, чем его, если бы она могла воспользоваться ее благословением. После этого Зоя в конечном итоге получает благословение богини воды, однако богиня дала ей полное благословение и благословение. Не меньшее, как Прота, поскольку эта последняя богиня дает только одно благословение каждое столетие, в то время как ее спутники дают его каждые 10 или более лет, добиваясь таким образом, чтобы все получали подношения в равной степени. На следующее утро Прота решает опробовать свои новые усиленные способности, демонстрируя ужасную разницу с предыдущими временами. Сви также решает немного поэкспериментировать со своим новым благословением, демонстрируя, что на данный момент он обладает слишком большой и чудовищной силой. На следующее утро группа просыпается вполне счастливой благодаря земляному домику, который Эль Прота построил прошлой ночью. Вера говорит ему, какова цель дня, на что он отвечает, что он уже поднялся по служебной лестнице и что нет никакой необходимости охотиться. Вера отвечает ему, что для него не имеет значения, каждый ли день посвящен охоте, но Прота решает, что было бы лучшей идея отдать его на охоту Ламберту, черную змею, на которую он охотился, за исключением того, что он мог пойти на бойню за мясом предыдущего дня. Без особого выбора группа направляется в обувной магазин Ламберта, но прежде они идут в мясную лавку за мясом, и мясник говорит ему, что весь его заказ готов, в дополнение к его деньгам, передавая ему таким образом 4 мешка полных золота. Однако все еще не хватает денег, чтобы выплатить долг Митриловой ящерице. По этой причине мастер гильдии должен был поговорить об этом с лордом города. Хотя Прота отвечает ему, что на самом деле он не спешит и предпочитает, чтобы он позаботился о том, чтобы снять кожу с черной змеи. Прота говорит ему, что на этот раз он хочет продать все, кроме мяса и кожи, к чему мясник немедленно приступает. Позже во время еды у Проты есть сюрприз для Феликса, и это благодаря всем деньгам, которые они получили, ему удалось купить мясорубку. И благодаря этому ему удается приготовить новое блюдо под названием стейк из бургера быка, связанного кровью генерала Орка, который, к удивлению очень немногих, оказывается довольно вкусным. После еды Эль Прота решает, что хочет купить средства личной гигиены, такие как мыло и шампунь, и благодаря тому, что в этом мире у всех есть такие вещи, никто ничего не заподозрит, чтобы потом продать их и, возможно, заработать дополнительные деньги в качестве торговца. Позже в тот же день группа собирается передать черную змеиную кожу Ламберту, который удивлен, так как он не мог поверить, что это настоящая кожа перед его глазами. Так как давайте вспомним, что это довольно сложная кожа, которую можно найти в этом мире, и даже больше, если она будет найдена. Не тронутая, как та, которую принес Прота. После этого Ламберт спрашивает его, продадут ли они ее за 50 золотых монет, на что он в конечном итоге без каких-либо претензий принимает предложение. Помимо всего прочего, он пришел еще и потому, что хотел бы получить совет по одному вопросу. И дело в том, что на самом деле Эль Прота был членом гильдии торговцев, и Ламберт в значительной степени сбит с толку, так как довольно редко можно найти кого-то, кто зарегистрировался в обеих гильдиях. Прота достает свои гигиенические принадлежности, спрашивая Ламберта, считает ли он, что они будут хорошо продаваться. Ламберт проверяет продукты, которые он приносит, чтобы он мог подтвердить, что это продукт. Принюхиваясь к мылу, он убеждается, что оно очень хорошо пахнет, как цветущий цветок. После этого Прота начинает объяснять и показывать ему другие продукты, такие как кондиционер, шампунь и даже маску для лица. Ламберт замолкает на несколько секунд, а затем говорит ему, что он чрезвычайно благодарен за встречу с ним. И дело в том, что он объясняет нам, что у Ламберта годовщина свадьбы, и что он действительно очень заботится о подарке, который он собирался подарить своей жене. По этой причине он считает, что статьи в Проута, они идеальны, так как его жена любила купаться. После этого Прота очень шокирован, так как обнаруживает, что в этом мире существуют ванные комнаты. Поэтому он спрашивает Ламберта, не очень ли удобно, чтобы он показал ему свою ванну. Ламберт без проблем соглашается, чтобы потом показать ему, на что похожа ванна, что произвело на него сильное впечатление. Он объясняет нам, что ванны красочные и расписные, так как только установка, чтобы заставить их работать, может стоить несколько сотен золотых монет. И что в этом мире торговец с ванной считается образцом красоты. Успех. После этого Ламберт спрашивает его, не интересует ли его одна из них, и что он может познакомить его с магазином, так что в итоге он соглашается без каких-либо жалоб. Позже Эль Прота решает оставить Ламберту по одному продукту каждого типа на данный момент, больше всего на свете, чтобы он попробовал их и оценил их качество. На следующий день мы снова встречаемся в обувном магазине Ламберта, который сейчас посещает Эль Прота, чтобы узнать, как он поживает после родов. Ванная. Как только он открывает дверь, Эль Прота застигает врасплох жена Ламберта, которая очарована его присутствием. Ламберт официально представляет вас обоих, обнаружив таким образом, что его жену зовут Мари, но
но прежде чем Прота успевает что-либо сказать, ее прерывает она, которая обнаруживает, что в восторге от товаров, которые продает Прота. Потому что в ту ночь, когда она похоронила своего мужа, от него исходил очень приятный аромат сладко после ванны, за исключением того, что ее волосы довольно блестели, что произвело на нее впечатление, и по этой причине она хотела сразу же попробовать их. Поэтому она попробовала их и смогла увидеть результат, сделав ее кожу шелковистой, а волосы более чистыми и свежими, чем когда-либо. Даже оставив самого Ламберта в шоке, поскольку эти предметы еще больше подчеркивали красоту жены. Так что теперь Ламберт хотел посмотреть, сможет ли он купить целую партию для своей жены, но не только это, но и то, что он хотел, чтобы предметы из них продавались в магазине. Я уже думал об этом раньше, но не просил его об этом одолжении, так как не был уверен, что они действительно будут проданы, на что его жена заявляет ему, что скорее всего будут проданы абсолютно все, поскольку Мари знает немало друзей и дворян, которые наверняка поссорились бы из-за всех этих предметов. После этого она подбегает к продавцу и говорит ему, что если она собирается их продать, пожалуйста, сделайте это в магазине. На что он отвечает, что без проблем сделает это, поскольку у него даже нет собственного магазина. Позже Прота возвращается к Феликсу Зои и рассказывает им обо всем, что произошло, а именно о том, что он оставил много товаров для Ламберта и его жены. Так что на какое-то время у него их будет достаточно. После этого Прота решает отправиться в гильдию искателей приключений, так как узнал, что мастер наконец вернулся с встречи с лордом города. Войдя в комнату мастера, он в конце концов издает довольно громкий крик, и дело в том, что перед ним было то, что он видел. Мне не хватало их переплаты, которых в общей сложности было 5800 золотые монеты, так как хозяин города был искренне благодарен, и на все эти деньги он собирался купить ванну своей мечты. Но внезапно их прерывает девушка из гильдии, и это она приносит плохие новости, так как город был наводнен роем людей. Види населения. Все выбегают посмотреть на ситуацию, и пока они бежали, девушка объясняет, что рой этих монстров напал на группу, когда они охотились в лесу. Равнина к западу от города. Учитель говорит, что ему уже сообщили, что некоторые непослушные наставники остались. И дело в том, что эти монстры, по-видимому, искали кровавых быков, которых Прота уже убил. Спустившись на этаж ниже, мы видим сцену, где есть несколько раненых, а некоторые с ранами, которые могут привести к их смерти. Все очень нервничают из-за того, что у него заканчиваются целебные зелья, и они не думают, что у них так много противоядий, чтобы спасти их всех. Но их прерывает врач. Прота, который говорит им, что у него есть высококачественные зелья. Поместив ее, мы видим, что эти зелья полностью подействовали на пациента, оставив всех удивленными и шокированными, поскольку они не только лечили, но и выводили токсины, спасая таким образом всех раненых. После этого учитель говорит всем искателям приключений, что его миссия – выследить всех проводников. При этом все искатели приключений высшего 6-го ранга должны обязательно принять в этом участие. К несчастью, Эль Прота в тот день был авантюристом с ранга, если бы он не уклонился от стаи этих монстров. Им наверняка не потребовалось бы много времени, чтобы напасть на город, мотивируя таким образом всех авантюристов, которые были в комнате. Но среди всех криков и эмоций их прерывает Фел, который успевает все услышать и говорит ему, что он сможет позаботиться обо всех этих наставниках. Поскольку эта охота проходит для него как простое упражнение, и хотя Прота отказывается от этой идеи, в конце концов он соглашается. Фел также спрашивает, будут ли все монстры в кейсе принадлежать ему, на что учитель отвечает утвердительно, и что кроме этого они будут вознаграждены деньгами. Услышав это, или они немедленно уйдут. Группе не потребовалось много времени, чтобы найти этих монстров, которые похожи на динозавров. Затем Феликс, Зои решают вступить в битву, где при большом количестве осложнений весь этот рой будет быстро уничтожен. Тем временем Прота прячется за скалой, но к его несчастью на него также нападает один из этих монстров, так как он попал ему в спину. Однако благодаря барьеру зла не получает никакого урона, а затем его спасает его и Фель в комбинированной атаке. Там, где Фел заканчивает битву, отрубая ему голову и оставляя Прота травмированным. После этого группа решает приготовить вкусную еду, чтобы отпраздновать свою победу и тем самым спасти гильдию искателей приключений в городе. И на этом аниме заканчивается. И если ты дошел до этого момента в видео, ты комментируешь лайм, так что я отдам тебе должное, так как ты один из немногих людей, которые действительно любят лайм. Это доходит до этой части видео. Также не забудь оставить свой лайк и нажать кнопку подписки и активировать маленький колокольчик, что очень важно, чтобы так оно и было. Я продолжу приносить лучшие репортажи на канал. Итак, с учетом сказанного, помните, что вы можете прокомментировать мне, что аниме они хотят, чтобы я резюмировал для следующего видео, так как я всегда их всех читаю.